А я даже смотреть на вас не буду. Мне все вы противны, у меня хандра. Я весь день буду так вот лежать, плакать в подушку и слушать бутырку. Вот у меня натурально такое настроение бутырское. Знаете почему? Я вам скажу почему. Вот сейчас скажу почему. Вот сейчас возьму и скажу. Я получил письмецо. Не из дома, кстати. Весточка пришла ко мне не от друга, а из МИДа литовского, а ему написал МИД России. Черные новости принесла эта весточка. Страшные вести. Российский МИД... Российский МИД запретил мне въезжать в Россию на 5 лет. На 5 лет. Значит, прощай, Челябинский, Нижний Тагил. Пока-пока отпуск в оккупированном Крыму. Не увидеть мне больше фекальный сталагмит в Серове. Не вдохнуть чистый воздух Красноярска и не побывать в солнечном Магадане. Зря будут вздыхать по мне девушки из Иванова и Магнитогорска. И знаете, я ж в этой своей Европе, в этом своем оставшемся мире, что остался, я чувствую сейчас себя как в лагере. Вы ведь знаете это чувство, мои друзья из России? Знаете, да? Какая осень в лагерях кидает листья на запретку, а я кричу, шнырям, пусть полежат еще недельку. И пока кто-то становится невъездным, ранее невыездные отправляются покорять мир. Друзья, свершилось. Впервые за 65 лет нога лидера Северной Кореи, а затем и вся его тушка ступила на территорию Южной Кореи. Как говорится, 65 Ким Чен Ын идет гулять. Бегут кареты и телеги, бежит осел, бежит ручей, и в размышлениях о беге ваш падишах не спит ночей. На встречу севернокорейская Золушка прибыла в карете. Пажи бежали рядом. Странно, что без лошадей. Есть подозрение, что в полночь роскошное авто превратилось в тыкву, как и бюджет Северной Кореи после расходов на бензин. Лидеры двух разных Корей дружно посадили сосну. Это не первые руководители, которые в знак дружбы по весне занимались рассадой. Не так давно Трамп и Макрон тоже посадили дерево, так сказать, укоренили дружбу. А уже через несколько дней дерево у Белого дома обнаружено не было. Видимо, это такое многоразовое дерево, которое Трамп сажает со всеми друзьями, так сказать. Но Ким и президент Южной Кореи, черт знает, как его зовут, для уверенности еще и камень установили. О, молодцы. Под который, как мы знаем, вода не течет. Остается надеяться, что потекут на север инвестиции. Как бы то ни было, дерево посажено. Видимо, чтобы стать настоящими мужчинами, им останется построить дом и вырастить сына. Но только вот кто возьмет отцовство, непонятно. А также Ким пообещал не будить президента Южной Кореи ракетными запусками. Видимо, лидер Северной Кореи в этой прекрасной паре будет выполнять роль хозяюшки. Будет заботиться о партнере и оберегать сон своей второй половинки. Этот союз выглядит максимально стереотипно. Жених богатый и взрослый, невеста молоденькая, румяная, из бедной семьи, то есть страны. Ким выразил надежду на скорое объединение Северной и Южной Кореи. Вот потом все вокруг будут говорить «насовещал». И пусть говорят. Главное, чтобы всем было хорошо. И, судя по всему, лидер Южной Кореи своим поцелуем расколдовал страшное чудовище, и в голове у Кима распустились светлые идеи. Встреча с Трампом, переговоры с Японией, демонтаж ядерного полигона, отказ от ядерного вооружения. И есть надежда на то, что одной напряженной точкой, а в данном случае это точка, на которой сидит Ким Чен Ын, станет меньше.
И если уж верховный лидер КНДР решил пересечь границу, то мы верим, что и другие долгожданные встречи не заставят себя долго ждать. Скоро мы увидим, как Путин встретит свою вторую половинку, Трамп – хорошего парикмахера, Назарбаев – старость, а экономика Украины так и повстречается со здравым смыслом. Здравый смысл в наше время – это что-то редкое, да? Что-то такое, что нужно вносить в Красную книгу, оберегать и заботиться. Ну, как об уссурийских тиграх, честных чиновниках, натуралах на эстраде. Ведь если здравый смысл окончательно исчезнет, то нашей планете будет угрожать не только глобальное потепление, но и глобальное отупение. Хотя последнее нависло над всеми нами, как напряженная точка Ким Чен Ына над курортным сезоном в Крыму. Один наш эстонский бралюкас был замечен в перебравшем настроении в одном из баров города Каунас, что в Литве, где в кулачном бою он обсудил политические отношения России и Украины с представителем Незалежной. Что именно обсуждали псевдополитики, неизвестно, но встреча на низшем уровне закончилась победой Эстонии. И возможно, что некоторая часть свободолюбивой Украины вскоре перейдет как трофей Прибалтийскому королевству. Ну а что? Кому-то можно, а им нет. Это обычная на первый взгляд драка, на самом деле серьезный международный конфликт. Эстонец, украинец, политика России в литовском городе. Крымский вопрос. Все смешалось в доме Облонских. Идеальный инфоповод для российских телеканалов. В Литве эстонец избил украинца из-за России. Случай в Литве не единственный, когда братья-эстонцы вели диалог с позиции силы. На днях глава МИДа Эстонии, где-то там в Австралии, заявил, что собирается вести диалог с Россией с помощью силы, с позиции силы. А я бы, знаете, тоже так мог сказать, если бы был в этот момент в Австралии. Вот так Эстония, вот так мощь, сверхдержава. И знаете, я бы испугался, если бы Свен Миксер мне угрожал. Потому что есть подозрение, что это не фамилия, а погоняла министра. Ну, или, в крайнем случае, никнейм министра-диджея. Диджей-миксер. Главное, чтобы не смешивал в одну кучу такие несовместимые понятия, как диалог, позиция силы и эстонская военная мощь. Будем откровенны, мы даже специально не можем придумать такой заголовок, который бы переплюнул те, которые можно встретить в СМИ постсоветского пространства. Проблема даже не в заголовках, а в том безумии, которое происходит. Всю прошлую неделю изо дня в день Роскомнадзор доблестно сражался с Телеграмом. Блокировали все, что можно, кроме того, что, как они считают, нужно. Ведь вроде бы как и Сколково есть, и армия троллей, и кибервойска, но никто не справился с детищем Дурова. А если ничто не помогает в борьбе с этой заразой, с этим интернетом, с этими дьявольскими происками, нужно переходить к нетрадиционным способам борьбы. Это как верить в то, что рак можно победить содой, огурцами, геморрой, уринотерапией, ангину, а молитвами неумение играть в футбол. Вот дело дошло и до Телеграма. Отряды Путина, знаменитые пенсионные войска Российской Федерации, пытались побороть Телеграм, Дурова и интернет сожжением фотографий с их изображений. Вот не удивлюсь, если и фото были изначально сделаны на пленочный фотоаппарат. Смена. Смущает другое. Это ведь явное поклонение культу огня и вера в то, что он поможет. Попытка наложить проклятие, культ вуду, замутненные взгляды и дьявольские прически. Это же секта. Куда смотрит православная церковь? Такое ощущение, что представители народонаселения теряют разум. Как говорится, Бог дал, Бог взял. Пока в России пытаются бороться, в Беларуси действуют. Вот ведь прав был Ригорович, когда говорил, что белорусы – это русские со знаком качества. Вот и, пожалуйста, 29 апреля у пользователей Беларуси не работал Телеграм. И можно было бы сказать, что белорусские спецслужбы молодцы. На всякий случай еще раз скажу. Молодцы! Мне туда еще за бензином и сигаретами гонять нужно.
Но выяснилось, что мессенджер недоступен и в Украине, Швеции, Италии и других странах. Накануне владелец Telegram Павел Дуров предупредил в Твиттере, что европейских пользователей могут возникнуть проблемы из-за перегрева серверов. Вот оно. Вот оно. Наконец-то белорусы почувствовали себя европейцами. По-настоящему. А не от того, что им пообещали европейскую зарплату, уровень жизни, евроремонт в подъездах и европакеты в окнах. Но не стоит думать, что в IT-сверхдержаве в интернете дозволено все. А нет. В Беларуси одобрили законопроект, и теперь всех юзеров ждет обязательная идентификация, в том числе и комментаторов на интернет-форумах. То есть, если ты решил теперь что-то почитать, а еще хуже прокомментировать, то делать это надо будет честно, лично и по паспорту. И правильно. Ведь если даже в комментариях в статьях есть здоровая критика, то она не воспринимается от кого-нибудь с ненастоящим именем. В одном только ВКонтакте мы нашли 17 Александров Лукашенко, 4 Лукашка Александрова и 2 Таркана Усатых. Хочешь говорить? Предъяви документ. Причем это касается не только разговоров в сети, но и на кухне. Компания молодых людей обсуждала на кухне политические новости. Домрачеву, Путина. В итоге получили административку и штраф в 490 рублей. Половина от идеальной зарплаты белоруса. Дело было в Витебске, который славится славянским базаром. Вот славяне и добазарились. Как говорит один мой знакомый белорус, «Молчи, будь хитрый». Чиновник – это такой вид человека, который, видимо, рождается с вытянутой рукой вперед и не может не брать. А чтобы не брал, надо, конечно, воспитывать и наказывать. Но чиновник в некоторых странах – это святое. А наказывают, как правило, обычных смертных. Недавно президент Путин, какая-то тавтология получается, как масло масляное, жизнь жизненная, чиновник взяточник. Путин подписал закон о новой мере пресечения. Теперь в качестве наказания будут запрещены определенные действия, среди которых, в частности, управление автомобилем, звонки по телефону и использование интернета. Не все карты раскрыты в законопроекте. Неожиданные ходы не заставили себя долго ждать. Вот так, например, в Ухтинском промышленно-экономического лесном колледже индустриального института директором был назначен бывший начальник Ухтинской колонии Василий Завьялов. И он пообещал студентам во время построения ишмона оставить из мебели только тумбочки. Это такая превентивная мера против студенческого вольнодумства. Никаких компьютеров быть не будет у вас, потому что вы используете только для того, чтобы играть, а не учить. А как диплом писать? Молча, скрипя ушами. Выйдите руки из кармана. Мы переходим к казарменному типу. Видимо, в тюрьмах место заканчивается, а враги законопорядка и государства не иссякают. Поэтому и новые виды наказания появляются. Не за горами тот день, когда в качестве наказания будут запрещать смотреть левым глазом за левые взгляды, запретять есть борщ и киевские котлеты за осуждение аннексии Крыма, ну и, конечно, запретят въезжать в страну тем, кто говорит на неправильном русском правильные вещи. Может, оно и к лучшему. Откровенно говоря, страшно въезжать в страну, в которой кроме интернет-дружин создаются и офлайн-дружины. В дружины быстрого реагирования приглашают активных граждан, не безразличных. Если с активными понятно, то вот с небезразличными вопрос. Небезразличные к чему? К несправедливости? К маленьким пенсиям? К обнаглевшим чиновникам? К полицейскому беспределу? Да, именно так. Если вас все перечисленное устраивает, и вы готовы бороться с теми, кто хочет и требует лучшей жизни, вы настоящий народный дружинник. И главной обязанностью будет заставить народ дружить с властью, даже если он не очень хочет. А все проявления недружеского отношения будут пресекаться. Что-то мне это напоминает. Ротфронт был уже запрещен, и выходить на улицу было смертельно опасно. Многие ли из этих людей дожили до нашего времени? Они исчезли.
исчезли за колючей проволокой. Наблюдая за жизнью в России, понимаешь и поддерживаешь идею вернуть вытрезвители. И первыми прокопаться стоит отправить как раз таки творцов закона. Странным было решение упразднить вытрезвители, хотя я представляю, как принималось такое решение. У нас проблема, народ пьет, вытрезвители переполнены. Давайте закроем вытрезвители. Прекрасная идея. Теперь же собирается вернуть их обратно. Видимо, их отсутствие не помогло в борьбе с пьянством. Схема «нет человека, нет проблемы», то есть нет вытрезвителей, нет пьяниц, не сработала. Сработала схема «чтобы сделать, сделай хуже, а потом верни как было». Пьянство, как и прежде, буйно колосится на полях сражений суровой реальности и забвения. В трезвом уме и здравом рассудке невозможно адекватно воспринимать идеи и планы от народных избранников, которых вроде бы как сами выбрали. Как? Как тут не пить? А глядя в календарь, понимаешь, что пить придется много. В начале мая всех жителей России, да и всего русского мира будут ждать множество праздников. Между уже традиционным первомайским праздником и Днем Победы встрянет еще один, который хоть и не каждый год происходит, раньше стабильно раз в 4, а последнее время раз в 6, наступает этот счастливый день. Одним словом, прыгает как курс рубля по отношению к доллару. 7 мая, когда до победы еще 2 дня, произойдет очередная инаугурация президента Российской Федерации Владимира Путина. Причем все эти 5 слов в России пишутся слитно. Вы только подумайте, Владимир Владимирович становится президентом уже в 4-й раз. Это ведь на 4 раза больше, чем у него было браков. В 2 раза больше, чем у него было родителей. И только в 2 раза меньше, чем на нем пластических операций. Поэтому, чтобы хоть как-то скрасить уже приевшуюся инаугурацию, кремлевские церемонмейстеры обещают обновить формат. Она будет похожа на прежнюю, но другая. Как выступление Димы Билана на Евровидении или как автомобиль ВАЗ «Жигули». Вроде другой, но все тот же, только цифры в серии поменяли. Это я про Билана. Кстати, об автомобилях. До нас дошла информация, что рассматривалось разные транспортные средства, на которых можно было бы доставить президента в Кремль. Многие удачные прошли практическое применение, но есть и такие, от которых пришлось отказаться. Конь. Этот вариант отпал сразу, так как ни один конь не признает Путина в одежде и брыкается. Да и вообще, появление обнаженного Путина в общественности вызывает лишь 3 чувства. У одних вожделение, у других зависть, а у христиан креститься. Потому что первых 2 – это грехи смертные. Поэтому конь не вариант. Идею дельтаплана журавлями тоже сразу отбросили, так как у птиц есть тенденция опустошать желудок в самый ответственный момент. А это явно не понравится жителям и гостям столицы. Одно, когда тебе на голову прилетает от президента, и совсем другое, когда от никому неизвестного журавля. Да и зачем дельтаплан? Он же не Валерий Леонтьев. Также рассматривали и подводную лодку, но сразу, опять же, отмели. Во-первых, Москва-река не предназначена для таких лодок, а во-вторых, у Путина с подводными лодками складывается по-разному. Она утонула. Еще была идея доставить президента в одной из тех чудо-ракет, о которых уже создаются мультфильмы. Но есть проблема. Эта ракета может быть выпущена только из Воронежа и приземлиться может только в Воронеж. Поэтому остановились на банальном, но проверенном выборе – автомобиле. На приветствие отвечать? Поклонами и улыбками. Ртов прошу не открывать. Чаще всего главы государств на свою инаугурацию едут на своих автомобилях. Так сказать, на гордости отечественного производства. Например, Трамп передвигался на Cadillac One. Make America great again. Макрон ехал на DS7 Crossback. Королева Англии ездит на Бентли, Rolls-Royce, Phantom и Jaguar.
Что сказать, она просто любит разнообразие и подбирает все под цвет своей шляпки. В Германии Ангела Меркель перепрыгивает вот так скок с BMW на Audi, с Volkswagen на Mercedes и обратно. И это не потому, что она не постоянная женщина, а потому, что в Германии нельзя выражать симпатию одному производителю. Итальянцы передвигаются на Lancia Phasis, японцы на Toyota Century Royale, эстонцы подражают финнам и ездят на всех марках, кроме Nokia, а литовцы ходят пешком. Ну, в общем, все передвигаются на том, что есть. Были предпосылки создать автомобиль-кортеж, ну, такой, которому не будет аналогов. Сошлись в битве дизайнеры с конструкторами. Одни хотели переднюю часть кортежа скопировать с Bentley, другие заднюю с Volvo, третьи предлагали фары с Мерседеса. Ну, короче, получилось как с танком Армат. Но слово сдержали. Аналогов нет, потому что автомобиля нет. Поэтому при отсутствии импортозамещения ехать придется на Mercedes Pullman. С транспортом разобрались. Сейчас надо разобраться с приглашенными гостями. Иностранных гостей снова не будет, а дружеские государства так расстроились, услышав это, что некоторые даже ушли в отставку. Мол, если не приглашают, то идите вы все. Зато будет много молодежи. Добровольцы путинской предвыборной кампании. Их обещают пригласить аж 300 человек. И вот у меня вопрос. Путин говорил, что не будет делать никакой выборной кампании. И не делал. В дебатах не участвовал, для плакатов не позировал, обещания сдержал. Сжимал зубы, но сдержал. Послушайте, а если не было кампании, откуда добровольцы? Это примерно так же, как цензуры нет, а блокировка телеграмма есть. Как вытрезвителей нет, а пьянство есть. Или как выбора нет, а выборы есть. Но мы независтливы и поздравляем российскую молодежь с прекрасной возможностью принять участие в исторической церемонии. Следующая абсолютно такая же будет только через 6 лет, потом еще через 6 и так далее. А сейчас хочу провести короткий инструктаж, как вести себя во время инаугурации, чтобы не испортить ни ее, ни себе жизнь. Первое – дресс-код. Девушкам предлагаем брать пример с авторитетных специалистов в сфере моды. Стильная прическа и весь день свободен. Что надеть? Тут знатоки этикета не сходятся во мнении. Одни говорят, что молодежь должна выглядеть спортивно. Другие говорят, что форма физкультурника подходит больше для афтерпарти инаугурации, чем для самой церемонии. Но все сходятся в одном. Нельзя надевать часы дороже, чем у Путина. Хоть это практически невозможно, под силу только Пескову. Если захочет президент проявить свою близость к молодежи, уже проверенным способом нужно поступать так. Не прыгать, не кричать, караул, хулиганы зрения лишают, а просто расслабиться и получать удовольствие. И успокойтесь, церемония короткая. Во время нее президент не будет купаться в проруби, не будет поднимать амфору с дна моря и, в конце концов, не будет помазан святым маслом митрополита. Самая главная ваша задача, молодежь, выдержать эти 33 слова из обещаний президента, ни разу не засмеявшись. Я совершенно серьезно. Вот это обещание. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу. Это официально самое короткое заявление и самое фантастическое за всю историю человечества. Азимов, Станислав Лем, Артур Кларк, Джин Роденберри и Джордж Лукас плачут в обнимку. С чем и поздравляю молодую российскую демократию. А мне остается лишь смотреть из-за бугра и завидовать. С вами был я, невъездной Андрюс Тапинес. До встречи на нейтральных каналах «Настоящее время» и ЭТВ, а также в пока не заблокированном YouTube. Не забудьте, что на нашем канале есть еще одна передача «Кусочек правды». Смотрите и ее. И бывайте, друзья. Держитесь там.